И делаем также лепестковую чашу. И кину сюда любое семечко. Получаем чистую маргаритку. Здрасте. А вы здесь как оказались? Ну что же, я все рад приветствовать с вами снова в эфире и добро пожаловать в сезон Эхо Теней. Продолжение прохождения сборочки Vortex. И что же, в прошлой серии мы начали проходить данную сборочку, начали новый сезон. И на самом деле продвинулись не прям чтобы сильно далеко, я бы сказал, но зато есть какой-то результат. Что же, на чем мы закончили прошлую серию? На самом деле мы не прям чтобы сильно куда-то продвинулись, я бы сказал, но зато у нас есть всякие продвижения. Мы начали выращивать дофига всякие растительности, мы начали делать какие-то вот предметы по типу маслобойки, колодец, понемножку начали выполнять квесты. Мы закончили на том, что нам нужно начинать изучать ботанию. Кстати, также у нас появилось пчеловодство. Мне написали в комментариях, что пчелы здесь играют очень важную роль в прохождении данной сборочки, поэтому нужно будет это иметь в виду и нужно будет выращивать много пчел. Что же, давай продолжим. Нам нужно сейчас стремиться к лепестковой чаше. В целом она выглядит вот так. И что нам надо? Нам нужно 5 булыжника. И также мы в прошлой серии сделали вот такие вот эссенции природы. Нам нужно всего лишь одна штучка. Также давай возьмем сейчас 5 булыжника. И также нам нужна какая-то вот такая вот штука. Это пьедестал. Это значит, надо немножко кинуть булыжника на переплавку. Кстати, у нас закончился уголь. Черт. На самом деле, кстати, мне бы еще добыть побольше эссенции плавления. И также здесь где-то есть воска. Я, кстати, не знаю, добудет ли оно. А я его добыть не могу, смотри. Я его не могу добыть. То есть оно просто, не добывается. А где мои факелы? Факелы, спасибо. Что нам сейчас надо? Нам сейчас нужно добыть еще одну эссенцию плавления. Выпадает она в целом, если просто добывать какой-то камень, да, любые вещи, то можно получить с каким-то шансом эссенцию плавления. Даже это вот писалось вот здесь. Некоторым шансом. Из угольной руды. Даже не просто так делается. Ну, ладно, будем тогда довольствоваться тем, что будем выращивать дерево и делать древесный уголь пока что. И что? В этой серии мы сделаем ботанию. У нас здесь выпадает мощная руна, поэтому, скорее всего, мы сегодня даже сильно увеличим наш так называемый барьер. Нам, кстати, ресурсов уже хватает, поэтому я думаю, что давай закинем немножко дерева на переплавку, для того, чтобы получить древесный уголь. Раз, два, все, пусть плавится. А мы делаем сейчас пьедестал и делаем также лепестковую чашу и выполняем за это квест. Получаем мощную руну и активируем ее. Воу, смотри! Вот это у нас территория. У нас, кстати, открылось сейчас вот это дерево, так называемая ель. Можно ее, кстати... Он расширяется? Нет, вроде бы не расширяется. Ладно, хорошо. Давай пошли поспим. Ночью как-то делать все не очень нравится на самом деле, поэтому лучше поспать. И что? Что нам дальше делать так-то? Мы можем сделать пьютеровый слиток, магический мешок. Пьютер — самый базовый ресурс мода Эйдолон. Для его получения создайте пьютеровую смесь в лепестковой чаше, а затем переплавьте смесь удобным любым способом. А как это... пьютеровая смесь, мистическое наполнение. Это нам нужен рудной свинец, вода плюс зола и рудное железо. То есть, по сути, я уже железо могу добывать, наверное, или нет? Давай даже проверим это. А ну, могу ли я? К сожалению, еще пока железо я добыть не могу. Окей, давай поставим чашу пока вот сюда. Сундуки давай немножечко мы передвинуть их не можем. Ладно, хорошо. Дальше нам нужно создать чистую маргаритку. Очищать зло и наполнять жизнь. Чистая маргаритка — цветок, который превращает различные блоки в их чистые версии в радиусе блока. Так, маргаритка превращает камень и бревна в жизнь камень и жизнь дерева соответственно. Также мы можем получить жизнь деревянные ножи. Делается это благодаря мистическим белым лепесткам. 2 эссенции природы. Любое семечко, то есть можно подсолнух использовать, любое семечко по сути. А вот только вопрос. А как нам получить вот это? Может, наверное, нам надо купить? Пчелы, животина? Нет, не покупается. Кстати, еще написали в комментариях, чтобы я продавал много морковки. То есть это вот ящик морковки я продавал. Но мне кажется, будет лучше продавать ту же самую капусту. Тоже она в целом в одну сумму. Хотя да, с другой стороны, морковка-то падает с удачей. Ну, ладно, окей, посмотрим насчет этого потом. Чистая маргаритка. Это, конечно, очень круто, классно, весело, но у нас есть проблема, что мы не можем получить лепестков. То есть у нас здесь, буквально нету нигде белых лепесточков. То есть цветов, благодаря которым мы можем создать данные цветы. Если вот побегать, посмотреть, то у нас здесь ничего нет. Окей, а что у нас еще есть вариант?
У нас есть вариант обычная пчела. То есть нам нужно получить улей и минимум 2 пчелы. Поставьте костер под ульем, посадите вокруг цветы, и пчелы начнут нести мед. Окей, а если, например, ну тут, я так предполагаю, нету нигде расширения, да? Да. А как нам получить сейчас? Ну давай, окей, давай по поводу фермерства продолжим. Мы квесты не все выполнили. Вот, допустим, даже нам нужен чай. Чайный цветок. Ну, чай в общем и целом. Но здесь идет ветка с чая. То есть здесь каких-то... Вот, есть у нас тут мешочек. У нас есть тут сачок. Тут черепашье яйцо. То есть у нас есть зеленый чай и вот это. Это нужно лист подуба. Это нам нужно его вырастить. Ой, капец. Блин. Нет! Я знаю способ. Ну, прям, почему-то не вырастает у нас дерево. Если так, получится. Ну, давай, вырасти. Нет, не хочешь? Айди. У меня есть способ, который позволит нам вырастить, ну, не вырастить, а получить белые цветы. Смотри, в моде ботании, благодаря костной муке, можно сделать вот это вот цветочное удобрение. Это нужно любые красители использовать. То есть, по сути, это подсолнух тоже можно использовать для желтого красителя. Но нам нужна костная мука. А костная мука, в ту же очередь, получается с помощью компостниц. Правильно, да? Ну да, по сути, правильно. Если в теории сейчас нам взять компостницу, тыкнуть ее куда-то вот сюда, кстати, спасибо за квест, где вот получаем листовую мотыгу, а что она позволяет делать? Действительно ост. Ладно, если мы сейчас возьмем, допустим, семена капусты, начнем очень много тыкать, вот, мы можем получить костную муку. Если мы будем тыкать, вот у нас получится 3 костной муки. Также, естественно, мы можем получить 4-ю костную муку, но думаю, нам этого хватит. Теперь берем подсолнух. Нам нужно, получается, вот 16 штучек. И давай попробуем сделать. Раз, получаем цветочное удобрение. Ага, квест у нас выполнился. Только где, кстати? Вот здесь. О, и получаем еще 6. О, ребята, там мы сейчас кайфанем. Сейчас очень кайф. Блин, на самом деле я могу взять вот так. Знаешь, это чтобы увеличить сейчас вот здесь территорию. Правда, я немножко дурак на самом деле. У меня же здесь цветы не вырастет. Здесь же нет дерна сейчас. Как же здесь сейчас вырастет? Ну да, видите, если... А, нет, работает. И вот можно натыкать много... Вот! Еще же я могу их выращивать, смотри. Теперь взять мне нужно, кстати, покушать, во-первых. Теперь, если взять где-то ножницы... А, вот, да. Если я их просто сломаю... А, не, ну получится вот это что... Оп, все, отлично. У нас есть теперь куча всяких семян. Давай только сейчас я выложу всякое ненужное. Заберу сейчас все растения. Вот, у нас есть чистая маргаритка. Теперь, если мы ее переделаем в мистический лепесток, у нас это получилось, кстати, можно на самом деле потыкать. Может получить еще какие-то интересные цветы. То есть, ну, все остальные, которые нам нужно еще сделать. Вот, у нас есть 4 белых мистических лепестка. Теперь, в эту же очередь, если взять, допустим, еще немножко растительности, можно получить сейчас костную муку. И благодаря этой костной муке можно сделать, знаете что? А я сейчас покажу. Вот, у нас 4 костной муки. Теперь мы берем мотыгу. Сюда мы садим 4 лепесточка. Берем костную муку. Собираем это все. И теперь у нас 4. Ну, то есть это по сути 16 лепестков. И теперь мы уже можем, знаешь, что сделать? Правильно, теперь мы можем уже создать ту самую маргаритку. Только на самом деле бы для этого я отдельный сундук бы сделал. Именно для цветов из ботании. Потому что я буду путаться очень сильно. Дерево в целом не проблема. Создать сейчас парочку сундучков. Давай, раз, два. И сюда мы можем сложить все виды цветов из ботании, которые у нас есть. Все, пусть они вот здесь валяются. И что? Теперь самое интересное и самое главное. Нам нужно сейчас создать еще один такой вот предмет. Эссенция природы. Потому что у нас всего лишь одна, а нам нужно их 2 для создания чистой маргариты. И для того, чтобы нам это сделать, нам нужно, если не ошибаюсь, собрать все виды. Это свекла, пшеница, капуста. Там же вроде бы... А, ну это тут прям используется вот такая капуста. Тесто нам нужно. Еще ягода. А ну давай посмотрим. Картофель и морковь. Картофель и морковка. Есть такие. Давай сделаем еще одну эссенцию природы.
Спасибо большое. И теперь у нас есть их 2 штучки. Благодаря этим 2 штучкам 4 лепестка. Также благодаря любому семечку использовать капусты пока. Или давай лучше пшеничку используем. Я могу создать сейчас чистую маргариту. Правильно? Ну да, все верно. Нам нужно взять лишь ведро. Взять колодец, туда налить ведерко, кинуть сюда 4 лепестка, 2 эссенции жизни и кинуть сюда любое семечко. Получаем чистую маргаритку. Ура! Что у нас по квесту? По квесту у нас жизнедеревесные, жизнедеревянные ножницы. Далее у нас идет наполнение жизнью или мистицизм. Ботания — это техническая и магическая модификация одновременно. Но это мы все знаем. Мы получаем сейчас доступ к главе мистицизм. Это, по сути, изучение ботании. Но пока что нам рановато. Для этого сейчас нужно желательно запастись довольно большим количеством булыжника. И взять, к сожалению... 6 камня. Блин, на самом деле это маловато. Можно пока дерево взять. Смотри. Теперь, если мы поставим чистую маргаритку, обложим эту маргаритку деревом, можете посмотреть и увидите вот такие вот эффекты вокруг этой маргаритки. И теперь по истечению определенного времени это бревно превратится в жизни дерева, которое как раз таки нам и нужно. На самом деле лучше бы создать 2 чистые маргаритки для того, чтобы мы могли еще и камень обрабатывать, но пока что будем довольствоваться одной, потому что на самом деле крафт довольно дорогой, поэтому пока не сильно себе такой крафт. На самом деле нам нужно, довольно много жизни дерева, ну и в общем и целом. Нам нужно получить сейчас жизни камень и, легендар. Кстати, жизни, забираем его. Теперь давай камешек сделаем. И что у нас по квесту? Нужно сделать жизни камень и жизни дерева. Ну, в целом здесь и так все понятно. Далее у нас кремниевый топор, мистический колодец, инструмент строительства. Это, конечно, поворот событий. Что бы я еще сейчас сделал? На самом деле, пока мне ничего прям сверхъестественного... Ай-яй-яй! Пока что мне прям чего-то сверхъестественного не надо, потому что у меня и так в целом все есть. Нужно будет понять, в каком радиусе растет... Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, не растет, в целом растет. Смотря в каком радиусе у меня растет. Если я зажимаю Shift, наша растительность. Если бы я знал, можно было бы сделать большую ферму, которая будет собираться только благодаря вот этой вот кнопочке Ё. Ну окей, у нас сделался жизненный камешек, забираем его, получаем квестик и получаем легендарный рун. И бум! Смотри! Вот это у нас место. Вау. Это нравится. И дальше. Продвинутое пчеловодство. Укуси меня, пчела. А вот здесь я, походу, и переплыл. Скрижаль чистого неба. А что это такое? Что? А мне это надо. Ветка жизни дерева и жизни камня. Но я знаю, как это делается. Нет, это делается даже это. Это как еще? 2 ветки. Желательно, кстати, на самом деле сделать нам 2 таких посоха. Они нам пригодятся. Но, правда, то, что я потратил дерево на доски, это, конечно, крутой. Ну ладно, пока давай сделаем 1 штучку всего лишь. Там в целом не 1 штучки хватит пока что для квеста. 1, 2. И получаем инструмент строительства. Получаем за это квест. И получаем за это скрижаль чистого неба. Ну, далее у нас начинается изучение Mine Colonies. Вот на колонии, но перед этим давайте активируем скрижаль чистого неба. Вау, ты просто посмотри! Нам нужно выполнить квесты. После выполнения заданий скрижали в мире начинают спавниться ванильные структуры и постройки из модификаций. То есть мне нужно убить зомби, убить скелетов, криперов и поймать удочкой сырая треска. То есть мне нужны нитки где-то на дыбу. Где те нитки на дыбу? У меня же нету вариантов, как получить нитки. Ну ладно. Что там у нас? Продвинутое пчеловодство. Можно сделать кремниевые молоты и долото. Нам нужно тоже здесь 2 ветки, 3 кремния, медный кусочек. По всей видимости, сейчас немножко будет у нас затуп вот здесь, потому что далее делается вот этот мистический колодец. Это уже сильно. Да, нам нужно изучать пчел. И также добывать довольно много дерева для того, чтобы получить много всего. Но это не проблема. Можно где-то вот здесь, я надеюсь, вырастить сейчас это дерево. Давай. Выросло. Так, я добуду всего лишь 64 штуки. Это на самом деле немножко не устраивает. Поэтому я бы сейчас поменял бы маленький туннель, чтобы сейчас сделать вот таким замечательным способом. Вы тоже, кстати, пользуйтесь. Вы можете делать вот такие вот движения. И благодаря этому срубать все дерево. В целом, кстати, я бы мог и рукой это все. Можно будет обратно вернуть без, пожалуйста, обычные значения. У нас довольно много теперь дерева. На самом деле бы, кстати, я бы пока что еще... Маргаритку снес.
Я бы еще бы посадил... Блин, на самом деле я бы и камушек посадил, пусть он тоже выращивается. Ну, пусть даже и то, и другое. Окей, раз уж у нас сейчас, по сути, задание с пчеловодством, это нам нужно сейчас посмотреть на пчелу. То есть это нам нужен улей и минимум 2 пчелы. Для того, чтобы нам это сделать... Скорее всего, нам нужно, да, 2 пчелы, это 200 монет, и 2 и 1 улей. Это нам нужно сколько? 450 монет. А для того, чтобы нам получить 450 монет, нам нужно довольно много получить денег. Можно морковку продавать. Можно капусту. Но мне кажется, морковка будет более выгоднее, поэтому, пожалуйста, растения пока что все. И что ж, сейчас будем выращивать довольно много морковки. Так, пока вы тоже уйдите. О, у нас там что-то делается. Поспать я, к сожалению, пока что не могу. Да, я думаю, то, что выгоднее сейчас будет выращивать морковку. Может, почему бы и нет. Я могу просто вот так вот делать. Теперь у нас больше. Выращивайте эти морковки. Не стесняйтесь. Чикс. Сейчас просто очень много на фарме морковки. Сделаем много ящиков. Заработаем денег на первый улей. И у нас тем самым будет возможность сделать квест. И после этого продвинуться по квестам. А это будет очень круто и очень классно, на самом деле. Так, все, да, это уже максимум. Ну да, максимум. Но не максимум по выращиванию. Может и максимум. Ну ладно, сейчас мне просто остается это лишь фармить куча морковки. Просто сидеть зажатым. Да скушай. Морковку? Мне просто нужно сейчас зажать клавиши и просто фармить кучу. Ой, доброе утро. Немножко тут уже сорняки появились на самом деле у меня. Куда Маргаритка? Нормально. По истечении небольшого количества времени я накопил немножко морковки. Ну как немножко? Довольно немножко на самом деле. Получаем также квест за задание. Получаем фермерский мешочек. И что же с него будет? Палуба! Где я его посадить могу? Да, тот самый палуб, который мне нужен. Только его, к сожалению, нельзя собрать с помощью клавиши, но это то, что мне надо. И это очень круто. Спасибо большое. И что? Давай также еще соберем одну морковку, да, один ящик. И я надеюсь, что этого мне вполне себе хватит. Можно продать 29. Я 29 и продал. Получаем 895 морков. И теперь у нас 985 баланс. Ну, даже можно теперь купить. А можно 4, кстати, взять. А нет, не хватит. Можно взять и то призывы пчел. И 1 улей. У нас остается... Сколько у нас остается бюджета? У нас остается 495. Ну да, нам не хватит, к сожалению. Хотя хватит. А я только не знаю... А, можно одну только пчелу, типа, и она, скорее всего, вызовется совсем. Я не шарю в этой теме. Можно еще немножко получить денег сейчас. Оп. Все, есть. У нас 525 денег. Чтобы сейчас, допустим, купить 2 пчелы, это 240. Это нам нужно... А, ну, кстати, хватит. Че, хватит? Но я не знаю, есть ли смысл покупать второй улей. Не, ну, хотя есть, что. Хватит, потому чтобы нам хватало. И давай самое главное теперь сделаем место для наших пчелок. Это сейчас самое главное. Вот такая территория у нас теперь будет для выращивания наших пчел. Нужно поставить вот сюда 2 улья, потому что снизу будут стоять костры, кстати, которые на самом деле нам... И я надеюсь, что я их могу сделать в целом довольно спокойно. Давай только сделаем сейчас каменный топорик делать. И что нам для костра нужно? Для костра надо полевые света какая-то. Но на самом деле нет. Можем взять 2 сейчас уголька. Делать сейчас... Что? Пчела? Послышал. Кстати, что слышишь? Или это просто я? Пчелки летают. Поставим сейчас немножко здесь подсолнуха. И теперь только вопрос интерес. Если я, например, хочу огонь, нам нужно кремень и железо. Но железо я добыть же не могу. Понимаете? Вот, смотрите, я добываю. И оно не добывается. А как мне его добыть? Как мне его? Я не могу его добыть. Что мне делать? Ну ладно, кинем снежок. И может какое-то огнево есть, типа зажигалка, может какая-то огнево есть, какой-то примитив. Нету, да? Но просто если я сейчас возьму костер, поставлю его, если я его потушу, я же не могу его разжечь. То есть даже, может, наверное, в квестах как-то пишется об этом. Вот костер. Здрасте. А вы здесь как, оказались? Спасибо большое. Ладно, я потратил сейчас просто куча денег. Нет! Наверное, улей с пчелами 3 штуки. Я бы мог не покупать. Ну ладно, я потратил. Ладно, хорошо. Пчеловодство. Здравствуй. 3 мака. Все начинается с обычной пчелы. Найдите улей, поставьте костер под ульем, посадите цветы, и пчелы начнут нести мед. При сборе бутылочками или соты, при сборе ножницы. То есть соты и мед, если бутылочки, соты, если с помощью ножниц. Я не знаю, на самом деле, будут ли они это все делать, если, например, я поставлю сейчас
Будет ли это работать? Ну, я имею в виду, будет ли производиться здесь мед. Ну, ладно. Получим сейчас 3 мака. И что у нас дальше? Дальше у нас вот это вот, да? Ну да. При работе с пчелами на ручном труде далеко не уедешь. Для обработки ресурсов и взаимодействия с пчелами существуют специальные механизмы. Не стоит их бояться, большинство из них работают без необходимости в энергии. Ага. Открывается куча всего, центрифуга, разливочные... Самый надежный способ получения ресурсных пчел – это поиск их гнезд. Получить гнезда можно как создав, так и найдя в мире. Для того, чтобы приманить пчелу к гнезду, нужно щелкать по блоку с правильным предметом, и чаще всего это медовое угощение. Повторными щелчками можно ускорить время появления пчел, подобно тому, как ускоряется рост детвы пчел. Ага, окей. Превращаемые пчелы. Щелкая по пчелам определенными предметами, вы можете превратить их в другие виды. Пчелы, которые могут пройти через трансформацию, называются превращаемыми пчелами. Предмет потратится в процессе. Это получается вот, да, пчелы-собиратели, грибные пчелы, редкие ресурсные, мода пчелы, пчелы обработанных ресурсов. Ага, древесные гнезда, обычные гнезда, необычные гнезда, бамблби. Смотреть на смоляную пчелу, животника. Ага, дубовые. С помощью меча можно сделать дубовое пчелиное гнездо. Но подожди, допустим, если я хочу пчелу превратить в другую пчелу, например. Можно шаблон пчели... Ой, это сильно что-то дорого. А что можно? Медовое угощение. Медовое угощение является излюбленной сладостью многих пчелок. Им можно приманивать, ускорять рост, создавать пчел. Делается оно с помощью эссенции природы, пчелиных сот и... можно с помощью разливочной машины мед туда закинуть и пчелиный сот, и получится медовое угощение. А здесь оно делается с помощью бутылочки, жизни камня, центрифуги, которая делается вот так. Ой, друзья, это будет, конечно, сильно жестко. Нам сейчас, по сути, нужно фармить много жизни камня. Далее нам нужно, скорее всего, что? Нам нужно сейчас железная пчела, каменщик, копалка, шахтерский листарь. Ага. Пчелы из деревянных гнезд не требуют особых условий для приманивания. Как кормовой предмет, все они принимают медовое угощение. Ага. То есть они, по сути, вообще деревяшки, кубики, кругляшки. Они, по сути, вообще ничего не делают, они просто есть. Ой, как же это тяжело. Но нам сейчас нужно создать вот эту штуку. Во всяком случае, медовое угощение. Вот еще особые пчелы. Помимо пчел с более конкретным способом получения, есть еще особые пчелы, которых так-то просто и не вывести. Для каждой из этих пчел нужен определенный способ размножения. Некоторые пчелы получаются прямиком из яиц призыва, получаемых на разных станциях создания и приборах. Такие пчелы довольно редкие, полезные и, соответственно, дорогие. Ой, ну, допустим, железная пчела. Как делаешься? Нужно кристаллическую соединить с медной в камере разведения. А медная пчела это кристаллическая плюс пепельная шахтерская. А пепельная шахтерская это, я так понимаю, карьерная и пчела-лесник. А карьерная это у нас шоколадная шахтерская и пчела-копалка. Это получаем карьерную, окей. А лесник это у нас желтая пчела-плотник и зеленая пчела-плотник. Жесть! Это жесть! Я просто сейчас примерно, так скажем, подразмыслил, сколько нам придется всего делать. Ну окей, допустим, давай сейчас сделаем бедную пчелу. Попробуем, во всяком случае. Давай начнем с кристаллической. Нам нужен улей вот такой, но это незеруда, такого нет у нас в наличии. Нам нужно сделать пчелу-каменщик и пчела-листолез. Вот давай допустим вот это. Пчела-листорезка — это земляное пчелиное гнездо. Но подожди, перед этим же нужно медовое улучшение, медовое угощение, во всяком случае. То есть других вариантов нет, нужно делать разливочную машину изначально. А потом уже делать... Перед этим сделать центрифугу, это пчелиные соты. Подожди, пчелиные соты хорошо. Как они добываются, интересно. Это можно... яблочный пресс, это, конечно, хорошо. А как я ее соберу, если у меня ножниц нет? Такие крабовая клешня. Нет, вот у меня же есть жизнедеревесные ножницы, точно. Если мы сейчас тыкнем правой кнопкой, вот, видишь, мы ломаем и получаем соты. Отлично. Дальше нам нужно что? Нам нужно 4 полированных жизни камня. Это в целом не проблема. Далее 2 комка глины. Это в целом тоже не проблема. У нас нету глины, серьезно. У нас нету глины? А почему у нас нету глины? Пошли разбираться с этим. А что, я дурак, всю глину потратил?
О, это понятно. Молодец. Теперь молодец. Давай. Дальше что нам надо еще? Пчелиный блок. Это делается вот так. И осталось только точило. Точило это каменная плита, палки. Да, все. И делаем центрифугу. После этого нам нужно сделать разливочную машину. Для этого нужна бутылочка меда, 2 комка глины, жизняка. Кстати, я не знаю, а на самом деле нам, наверное, 2 надо темы. Потому что, да, вот видишь, соты здесь можно переделать в ресурсы. То есть, к примеру, в центрифуге у нас, скорее всего, с обычных сот будет получаться воск и мед, который же впоследствии мы будем передавать в разливочную машину для того, чтобы нам создать, к примеру, те же самые медовые гущения. То есть, нам нужно сделать и то, и то. То есть, нам нужна еще одна центрифуга, скорее всего. Я вас понял. Давай тогда сейчас побольше высадим здесь. Давай, можно их размножить, кстати, на самом деле. И раз, романтический ужин, и вот она, пчелка. О, случайно, извинитесь. Так, еще пчелка вылетела. Нам еще одна пчелка нужна для того, чтобы... на самом деле я могу их 4 вот этих вот вызвать. И их сразу же размножить. Все, пусть они размножаются. И у нас теперь много есть пчел, которые впоследствии будут нам давать много вкусностей. Окей. Хотя они, походу, и маргаритку пыли. Что нам нужно дальше? Ну, да что, кстати, за квест дается? Длительный мешок. 50 камня! Видишь, опылили, кстати. Маргарит, прикольно. Кстати, наверное, места нету. Наверное, реально у них нету места. Улей же я могу создать обычным, привычным, обычным, привычным способом, только для этого нужно дождаться, пока здесь появится еще суп. Окей. Допустим. Давай попробуем сейчас поставить центрифугу. Вот, она у нас появилась, все верно. Энергия ей по факту не нужна. То есть, чисто в теории я могу уже пользоваться этим предметом, только давай перед этим сейчас еще создадим еще один улей, для того, чтобы было все круто, классно для наших пчелок. Чикс. Здесь можно соты собрать. И также давай еще один уголек возьмем. Сделать еще один костер. У нас пчелки не били. И далее нам нужно создать тебя. Создать еще точило. Также вот это. И чего еще не хватает? Для центрифуг. В целом все хватит. Окей, что дальше? 2 куска глины. Плита из гладкого камня. Так, пусть на самом деле камни переплавляются. На всякий случай. Делается гладкая версия. И бутылочка. Бутылочки у меня есть, конечно. Только нам нужно дождаться, пока сейчас здесь появится мед. Ну, по сути, нам надо лишь ждать. Можно лишь пока что еще сделать побольше мало камня. Видишь, вот здесь камень уже не делается. Увы, к сожалению. Ну, кстати, еще надо не забывать по поводу магии. Можно сделать Ага. Я не разбежался. Для того, чтобы сделать бассейн маны, нужна эссенция природы. Ты издеваешься. Ну, мы же были хорошими друзьями. Что там надо? 1, 2 бутылочек. И делаем эссенция природы. Далее, что нам надо далее? По сути, ничего. По сути, мы можем сделать бассейн маны. Я бы не догадался. Спасибо. Ой, спасибо. Для изучения ботании на самом деле места нету вообще. Слова совсем нету места. Мы можем получить магический мешочек. Ой, буйной природы. Благодаря этой штуке мы можем что-то вроде бы делать. Гелархон. А что дальше? Цветомагия. Там, где все берет начало. Без магических цветов, вырабатывающих ману ботании, вам никак не обойтись. Нам нужно создать распространитель маны, а также жезл лес. Скорее всего, крафт у них, слава богу, не поменялся. И тут у нас распространитель ман. Это нам нужна медь. А медь это, скорее всего, нам нужна пчела. Скорее всего, нам реально нужна пчела. А только я, кстати, не вижу, чтобы... А что медное? Вот медное. Дает соты. Сота делает... не правда. Да, реально медную надо пчелу делать. Мы пока застряли. Давай сейчас только возьмем водичку, мед и делаем сейчас разливочную машину. Получаем за это тоже, кстати, квест. Получаем магический мешок. Бассейн ман еще один. Халява. Чё? Снежок. Ну, бесполезно. Отлично. И что дальше? Дальше нам нужно сейчас, скорее всего, делать медовые улучшения. Это нам нужно делать и соты, и бутылочки. Бутылочки это стекло, а стекло это песок, который, кстати, у меня есть. Слава Господу, есть. Я бы сейчас, наверное, кричал бы от того, что нету. Давай поспим. Обязательно. Доброе. Что произошло? Это, скорее всего, сезон поменялся. Середина весны. Понял, спасибо. Скорее всего, кстати, мы можем использовать лишь обычные соты. Потому что, смотри, обычные соты я использовать не могу. Нет, подожди, давай смотреть.
чтобы не провтыкать. Благодаря разливочной машине меда и пчелиных сот мы можем создать медовое угощение. То есть нам нужно пчелиные соты закинуть именно в центрифугу для того, чтобы переработался. Для того, чтобы переработались как раз эти пчелиные соты. И в результате получился у нас мед, а также воск, который, скорее всего, тоже способствует крафтам. И вот, да, у нас получился называемый воск, который, кстати, я так понимаю, для чего и не используется. Скорее всего. А нет, пчелиное улучшение делается с помощью воска. Угу. То есть воск это на самом деле довольно прикольная штука. Экопродуктивность. Да, вот даже можно посмотреть, что она здесь делает. Прикольно. То есть чисто теоретически нам даже, бутылочки, собирать бутылочками соты, собирать бутылочками мед, по сути, даже не имеет смысла. Потому что мне в теории можно просто собирать с помощью... Оно все сюда переливается. А да, вообще красота. А да, вообще прекрасно. Слышишь? Сюда все переливается и, мне по сути надо теперь. Смотри, 500 миллибакетов у нас здесь почти ведро меда накопило. Учитывая, что наших пчелок можно сделать еще сейчас больше. Куда я перевернул календарь? Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Так, пчелка, ты что там маленькая такая? Давай расти, вырастай. Да, вам по сути нужно лишь просто обычные соты собирать. В будущем, конечно, это все можно будет делать автоматически, я уверен. Только нужно сейчас немножко пока подождать. На самом деле, я бы еще один улей сейчас создал, для того, чтобы больше у нас было производства пчелок. Куда? Надеюсь, я вас прошу, не бейте! Вы дураки! Вот так вот мы сейчас наблюдаем за тем, как я, будучи лучшим пчеловодом в истории, потерял несколько пчел из-за того, что они подумали, что я собственной персоной ломаю их уголь, ломаю их улей, из-за чего я ломаю их дом. А я хотел просто его перенести. Вы дураки, конечно, конкретные. Создайте любой продвинутый улей. Вы уже наверняка заметили, что не может быть ни медь, ни железо обычными способами. Вот оно! Неожиданно, но помогут решить эту проблему пчелы из мода и развития пчеловодства. Получить первых пчел можно в потусторонней лавке. Достаточно купить улей с жилищами внутри, разместить его в закрытом пространстве, поставить блоки для опыления, а затем лишь успевать собирать продукты деятельности пчел. В будущем, конечно, вам предстоит размножать их в специальных механизмах, чтобы получить лучшие вариации. И совет: чтобы пчелы вылетели из улья, надо его поджечь. Так, благодаря моду, вы можете создавать фермы с пчелами, чтобы они приносили вам все возможные материалы и предметы просто за то, что находятся под вашим наблюдением. Вот что мне надо. Ты кто? И чё меня бьешь? Оно бьет пчел? Нет, что? Я не понял сейчас ничего на самом деле. Вообще ничего. Так, у нас здесь куча меда. Мы в теории, медовое угощение. Сюда! Мы можем в теории создать продвинутый улей. Мы можем в теории реально создать продвинутый улей, да? Для этого нам нужен улей, соты, ножницы любые, костер и все на самом деле. По сути, да даже не такой уж тяжелый крафт. Реально, не бы сказал, так это прям не тяжелый крафт. И даже, может, сделаем. Я просто не знаю, в чем прикол этого улучшенного улья. Что он будет нам давать. Лучше на самом деле сделать. Лишним мне только, уголь разлетается, конечно. Как я не знаю что. У нас и палочек, кстати, больше сейчас уже есть. Давай сейчас сделаем костер. После этого сделаем сейчас... А как делаются? Жизни дерева? Бревно? А если именно жизни дерева? Ну ладно. И еще нам нужно дождаться, пока какая-то опылится часть, либо какой-то из ульев, чтобы получить 3 соты. И будем как раз проверять, что как... Есть ли вообще смысл в том, что мы сейчас сделаем, какой теории есть ли? И мне еще интересно, сколько пчел осталось. Я бы, наверное, даже сверху вот здесь сломал бы все. Чё ты там делаешь, дурка? Вообще она прикольная. Сейчас же есть дуба, ладно, вот яблочко я бы съел. И вот эти бы листочки я бы выкинул, пусть это там валяются, но это пока. Давай же, размножьтесь. Я бы размножил бы, на самом деле, пчелок сейчас, потому что уже маловато осталось, и тем более их приманить надо на сарат. Идите сюда. Идите сюда, дети мои. Идите сюда, мои дети. Давай, иди сюда. Я, скорее всего, уже не достану. Пошли за мной. Пошли. Я тебе покажу, где дом находится, где вообще все находится. Да, размножайся.
И я надеюсь, вы будете жить мирно и дружно. Так я вам на самом деле сейчас сделаю даже очень крутой улей, благодаря которому вы сможете спокойно делать все. Да, я, кстати, на самом деле не знаю. Мне же написали в подсказках, чтобы я сделал типа закрытое какое-то помещение для них. Потому что, видишь, они улетают, из-за чего я теряю этих пчелок у себя. Я бы на самом деле реально бы сделал сейчас какое-то вот закрытое помещение. Не настолько маленькое, конечно. Ну, пока таких там размеров. Что тут делаешь? Потому что я боюсь, что реально я пчелок всех лишусь. Пчелок мне лишаться спасибо не надо. Вот, пока что у нас будет типа что-то наподобие вот этого. Блин, а у меня есть где-то земелька на штучка. Хочу просто закрыть сейчас. А ну не так же. Сейчас мы просто как? А вот здесь можно просто закрыть, взять. Все. Я, конечно, не знаю, насколько это сейчас будет круто. Они, скорее всего, даже забудут, где идем. О, пчела, привет. О, еще пчела. А случаем я вас размножить не могу? Могу. Давайте, делайте детей. Делайте больше и больше и больше. Я бы даже, наверное, сейчас замкнул это как-то пространство, сделал бы дверь, просто заходить там раз в тысячелетие. И все. Вот чтобы они просто не выходили, не вылетали. Потому что если... Ну, я только сказал об этом. Так, ну здесь пчелы летают, поэтому пусть летают. Ульи у них есть, но только почему-то они не делают. Они не делают соты. Они перестали их почему? На самом деле довольно странно. Может, им по типу надо побольше места? Я без понятия. Блин, на самом деле я бы даже по-другому бы сделал. В чате так сейчас написали. Да, блин, место надо освободить. Место барахла всего куча много. Всем выкину чего сейчас. Пока все, что мне не надо. Так, подсолнухи, ладно, каменная плита, стекло, тест. Я сейчас просто поставлю вот сюда стеклышки. Да, выглядит-то, конечно, максимально ущербанско. Но я дурак, я бы мог просто сделать вот так. Отлично, я думаю, так сделать. Сейчас бы наблюдать за процессом. Если будет от этого толк, будет очень круто. Видишь, они не вырабатывают сок. Почему? Смотри, сколько здесь. Здесь на самом деле очень. Они ищут, куда им залететь. Ну пусть, ладно, пусть где-то здесь. Они увидят их дом. Они увидят же, надеюсь. Они не глупы. Они же должны увидеть то, что вон там есть домик. Там пчела, кстати. Ах, кто ты, воин? А ты не хочешь со мной последовать? А ты кто? А ты откуда? А давай я тебя сейчас размножу. Что получится? Но... Что, она опыляет дерево? Или где-то здесь просто улей есть дерево, вижу. Блин, на самом деле, я думаю, то, что им надо здесь вот свободное пространство, чтобы они здесь, типа, делали как что? Реально дерево опыляют? О, видишь, они начали лететь сюда, очень хорошо. О, наконец-то дождался. Так, надо, главное, использовать, которые я еще не использовал. Так, давай, который вот этот, вот, надо любых 4 доски. Кстати, вот этих как раз мы используем. Костер сюда... Вот это сюда, вот это вот сюда. И делаем продвинутый улей. Можно с помощью этого сделать окрашиваем, будет. Так, приступайте к работе. Задание завершено. Пристанище, вот улей. Свою первую медь вы можете получить за счет производственных пчелок или из сундуков с добычей в различных строениях. Чтобы медная пчела произвела медные соты, необходимо отвести ее в шахту, чтобы она смогла пылить блок соответствующий. То есть даже так. Мне нужно найти в любом случае медную руду. Даже вот, кстати, текстурка отличается, видишь, это более тип. Так, но мне нужно еще один уголек. Блин, угля нету вообще, жесть. Мне нужно еще сделать один костерик. Поставить его вот сюда, чтобы пчелы сюда мотать. Видишь? Вот она втыкает. И да, мне по всей видимости яйцо призыв. Медная пчела! И таинственная рукопись. Что это? Отображает информацию о блоках, предметах и существах, на которых вы смотрите. Реально? Да, смотри! Я теперь могу видеть, где что. Так, вот здесь собралось, да. Наконец-то я могу видеть. Ну, кстати, 0. Везде по 0 пчел. Ну, то есть вот одна пчела и вот одна пчела. На самом деле пчел не так уж и много, потому что вот летают еще. Просто без дел. Мне надо на самом деле размножать. Еще же, скорее всего, поумирало у меня много пчел из-за того, что я... Ну, как я? Из-за того, что они меня немножко ударили. Они, скорее всего, некоторые поумирали. Блин. Не, на самом деле, то, что медная пчела у нас есть, это очень круто. То есть, в теории, смотри, я не знаю сейчас, что произойдет. Ничего, слава богу. В теории мне нужно сейчас как раз таки
что как раз вот этот вот продвинутый улей надо будет кинуть в шахту, где я найду медь. И уже благодаря этой меди я буду опылять пчелу, скорее всего, да? Только надо для этого сейчас факелков и найти реально где-то здесь медь. Вот эти уголь, который я говорил. Оп, эссенция плавления. 7 штук, кстати. О, довольно много. Да, кстати, еще интересный факт. Нам даже немножко повезло. Здесь медь, по сути, должна спавниться в больших количествах. Находимся по факту в шахте. Ой, точнее, по факту в горах. Реально, по факту здесь должна спавниться почаще медь, нежели где-то в других местах. Не знаю. И да, мы можем сейчас сделать побольше печек, так как у нас есть эссенция плавления. Еще 3 штучки. Давай их поставим. Даже не знаю, куда их ставить. На самом слабалась. Спасибо. Давай пока что куда-то сюда втыкнем. Вот здесь у нас выращивается. Я понимаю в любом случае, что мы здесь прям надолго не затянемся. Поэтому я здесь не хочу что-то сейчас прям выстраивать сверхъестественное, да? Прям такое что-то вау. Потому что я понимаю, что мы вот именно в этих вот горах надолго не останемся. Поэтому да. Что нам надо? Нам надо много чего надо выложить на самом деле. Просто идти копать для того, чтобы найти сейчас медную руду. А пока можно все пока повыкладывать, да, и просто сейчас взять много палок, много камня. Сам камень можно поставить на переплавку. Для того, что там сделать и жизни камень, и все остальное. Давай 5 штучек сделаем. Чик, все, хватит этого количества. Поехали. Я надеюсь, получится надыбать медь. Блин, а мне не попалось ни одной медной руды, кстати. Медную руду я так, скорее всего, понимаю, нигде здесь получить. Не, на самом деле, где-то вон там она может заспавниться. Она находится вне зоны доступа, так скажем. Да, давай еще делать 10 кирок. Я думаю, этого количества нам, надеюсь, должно хватить. На самом деле бы желательно еще сделать сундуки с места немножко. Только куда бы их ставить? Давай, блин, а здесь... Давай сюда поставим и вот сюда. Будет здесь у нас просто булыжник лежать. Поехали копать еще. Сейчас просто поднесем и сейчас просто раскопаем. И все. И мобы здесь могут у нас заспавниться. И все, кто мобы, и все, и все. Не, просто если здесь будет спавниться исключительно медная руда, я буду балдеть конкретно. Да, медь! Да, потратил все кирки, нашел целых 0. Спасибо большое. На самом деле... Блин, надо будет посмотреть, где это все находится. Потому что, не знаю, медная руда здесь не спавнится. Я сколько уже накопал. Медной руды нет. Даже не знаю, давай, допустим, медная руда напишем. Медная руда. Спавнится она... Вот. Где-то она спавнится, точно. Где-то она должна спавниться 100%. Только вот где вопрос? Ну, окей. Давайте тогда на этом будем постепенно заканчивать данную серию. Уже в следующей серии мы наконец-то начнем производство большого количества и меди, и железа, может, наконец-то мы сможем добыть в следующей серии. И, может, даже в следующей серии мы избавимся от этого надоедливого барьера, который ограничивает нас во всех, по факту, возможностях. Спасибо всем огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте подписываться в телеграм-канал. Переходите на телеграм-канал разработчиков, дискорд разработчиков. Если вы хотите купить данную сборочку и поддержать авторов данной сборки, то, пожалуйста, ссылочка в описании. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, до скорой встречи. Еще услышимся. Пока!